भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। मरीचय नमः। Я есть Сурья. Я вновь пришел через нашего посланника. Сегодня наш разговор будет посвящен самому насущному вопросу вашего времени. А именно, мы посвятим нашу беседу изменению вашего сознания. Без всякого преувеличения можно сказать, что вопрос изменения сознания является не только самым важным, но и что учение об изменении сознания – это основное учение, которое мы проводим через нашего посланника, наряду с законом кармы и законом перевоплощения души. Все эти три основных закона, если вы руководствуетесь ими в ваших жизнях, каждый день на протяжении значительного промежутка времени способны обеспечить бессмертие вашей душе. Конечно, если вы не верите в Бога, не верите в высший закон, существующий в этой вселенной, то тогда и наше учение не произведет на вас должного действия. Однако вернемся к учению об изменении сознания. Я еще раз обращаю ваше внимание, что это учение способно обеспечить бессмертие вашей души. Почему? Потому что ваш мир является отраженным, иллюзорным миром. И фактически вы попадаете в ту внешнюю иллюзию, которая соответствует вашему уровню сознания. Каждый человек находится в своей собственной иллюзии. И находясь в центре большого города, встречаясь с тысячами людей, каждый из вас будет получать представление о внешнем мире именно то, которое соответствует его уровню сознания. Например, два человека,
которые идут по одной и той же улице, будут находиться в разной иллюзии, если их уровень сознания отличается. Один человек будет замечать вокруг себя только негатив, только рекламу некачественных товаров, мусор, кричаще одетых женщин. Другой человек, находящийся на более высоком уровне сознания, будет обращать внимание на улыбающихся детей, облака, красоту любящих матерей. Каждый из двух людей будет находиться в своей иллюзии. Бог настолько велик, что позволяет каждому из вас находиться в своей иллюзии, которая дает ему самые лучшие возможности для развития. Наше учение характерно тем, что позволяет каждому человеку, находящемуся на своем уровне сознания, получить понимание направления, в котором он может двигаться и совершенствоваться, приближаясь к божественным образцам. Мы даем понимание, как с помощью простых и доступных приемов изменить свое сознание настолько, чтобы окружающая вас иллюзия повернулась к вам своей божественной стороной. Наши рекомендации столь просты, что понятны даже ребенку. Если вы постоянно смотрите некачественные передачи по телевидению, если вы слушаете разрушающую ваше существо музыку, если вы одурманиваете себя наркотическими веществами, алкоголем и табаком, если вы едите некачественную пищу, не покажется ли вам странным, если вы сможете попасть в реальность, приближенную к божественным образцам? Этого не может случиться с вами, потому что вы сделали все, чтобы отсечь себя от божественной возможности и божественного проявления. Однако Бог всегда оставляет для вас возможность, и вы можете приложить усилия и отказаться от одной вредной привычки за другой. Вы можете начать постепенно очищать свое существо от всего вредного, безнравственного, и через какое-то количество времени вы сможете заметить, как будет меняться ваше внешнее окружение. И вы постепенно перейдете в другую иллюзию, отвечающую вашему изменившемуся сознанию. Собственно, я вам привел суть учения, его сердцевину. И если вы обратитесь серьезно и вдумчиво к изучению наших посланий, то вам откроется,
десятках посланий мы не устаем повторять одни и те же вещи. Окружите себя правильными, божественными образцами. Откажитесь от просмотра некачественных образцов. Откажитесь от вредных привычек, и перед вами откроется божественный мир. Конечно, мы вполне отдаем себе отчет, что наша аудитория слишком мала для того, чтобы изменить ситуацию на планете через изменение сознания отдельных индивидуумов достаточно быстро. Однако я повторяю снова и снова. Есть вероятность, и она всегда существует, когда можно изменить всю ситуацию на планете с помощью всего лишь нескольких тысяч искренних последователей нашего учения. Наше учение обладает способностью проникать в сердца людей и зажигать внутренние светильники людей. И даже тогда, когда вы не сможете изменить ситуацию на планете, но искренне стремитесь ко всему божественному, если вы придерживаетесь праведного образа жизни, вы уже добиваетесь бессмертия для своей души. Если же вы искренне распространяете наше учение и готовы пожертвовать собственной жизнью ради распространения истины на земле и спасения душ людей, то вы заслуживаете самых высоких почестей в нашем мире. Я говорю вам и повторяю вам, что путь служения божественной истине, путь изменения сознания не будет легким. Потому что как только вы начинаете изменять свои вибрации, следуя божественным стандартам поведения и высоким нравственным нормам, сразу же внешнее проявление начинает противостоять вам. Вы пребываете в мире, но вы уже не принадлежите этому миру. И поскольку окружающий мир имеет более низкие вибрации, то он автоматически начинает вам противостоять. Вы сталкиваетесь с искушением. Вы сталкиваетесь с прямым противостоянием. И вы не можете ответить борьбой на борьбу, насилием на насилие, потому что для вас это будет шагом назад. Только силой вашего духа вы можете погасить внешнее противостояние и внутреннее противостояние все еще присущих вам негативных энергий. Очень многие наши последователи считают, что они находятся на очень высоком духовном уровне. Они считают, что их сила духа позволяет им противостоять внешним воздействиям. Однако многие из этих людей находятся на первых ступенях своего продвижения на пути. И вы сами должны почувствовать ту тонкую грань внутри вашего существа, которая отделяет
избавляет вас от того момента, когда вы можете противостоять внешнему с помощью силы духа. Остальные же наши последователи должны активно противостоять внешнему несовершенству. Вы должны действовать. Вы должны принимать активное участие во внешней деятельности и получать свой опыт. И только через несколько воплощений в качестве активных сторонников нравственности и божественного закона вы настолько укрепляете свой дух, что можете противостоять внешним негативным силам только с помощью вашего духа. Открою вам секрет, что в воплощении и сейчас находятся люди, которые противостоят противоположным нам силам с помощью силы своего духа. Однако никто из вас никогда не узнает их имен. Эти единицы отважных делают все, чтобы физическая платформа не была разрушена несовершенным людским сознанием. Вы же, кто читает наши послания, должны все свои силы, все свои способности применить в активных действиях на физическом плане. Только коллективные, позитивные действия способны переломить существующую негативную тенденцию в мире. Я есть Сурья, был с вами этим днем. ॐ ह्रीं सूर्याय नमः। ॐ ह्रीं सूर्याय नमः।